Привет, на канале Майк Пышов, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы разберем сюжет новой части Mortal Kombat 1. Приятного просмотра. Повествование сюжета начинается с предыстории, где Шан Цзун, переодетый стариком, обманывает местных жителей, продавая им поддельные лечебные зелья. Фермеры настигают его и избивают. Ночью к нему приходит неизвестная незнакомка, которая хочет оказать ему помощь. Он соглашается с этим предложением. Затем события переносятся на территорию молодых фермеров Кун Лао и того самого Рейдена. Вы его знаете по молниям и шляпе. В данной вселенной они еще молоды. После изнурительной работы они отправляются в местную кафешку, чтобы отдохнуть и поесть. Между ними возникает спор, кто будет платить сегодня за еду, и они решают этот вопрос дракой. Такое здесь очень часто будет происходить. Ты на меня не так посмотрел, драка. Кто-нибудь идет в магазин, драка. Две полоски. Не, мы идем на пусть разговаривают с Малахитовым. Не тот, который на огурцы садился, а тот самый. В итоге Кун Лао побеждает и за счет платит Рейден. Но их отдых прерывается отрядом бандитов, которые портят имущество кафе. Наши герои эффективно со всеми сражаются и эффективно их побеждают. А именно Смоука, Сабзира и Скорпиона. Два последних в этой вселенной являются братьями, а третий приемный. Затем протагонисты понимают, что все это было испытанием их навыков. Их встречает Лю Кан, который является защитником Земли и повелителем огня. Главным героям предлагают вступить в тайную организацию под названием Лин Куэй, которая занимается защитой Земли от других миров. Для того, чтобы Землю не уничтожили, лучшие бойцы сражаются за право на существование. Протагонисты соглашаются и отправляются с Лю Каном. Но потом место действия игры переносится в Америку. Теперь на первом плане выступает Джонни Кейдж, который снимается в пародийном фильме в стиле Лары Крофт. Отсылка в виде погибшей Лары очень ироничная и вписывается в антураж. После длительных съемок Джонни отправляется домой, где его ждет подруга Крис. Она начинает предъявлять ему, что он очень нерационально тратит деньги и другие приколы. Затем она уходит из дома, вместо нее в гости заходит азиат Кенши, тот самый, который не может подмигивать. Вы знаете почему, потому что у него повязка вместо глаз. Он хочет вернуть меч Сента, который принадлежал его клану, а именно семье. Джонни Кейдж избивает и связывает его. Дом голливудской звезды является большим проходным двором, больше, чем даже хата бомжей на вписке, где раздают бесплатный боярышник. Открыв дверь в дом, входит Лю Канг и вербует Джонни в свою команду. Конечно, после драки с Сабзиро. На следующий день начинается турнир, на котором решается, кто будет представлять земное царство на турнире. Рейден всех побеждает, и повелитель земного царства, повелитель огня, защитник времени и 5-литровой бутылки водки, из-за чего такие узкие глаза, или же просто Саня, то есть Лю Канг, дает ему подарок в виде медальона. Благодаря нему Рейден приобретает способность метать молнии. Потом команда мечтает отправиться во внешний мир Эдени, где принцесса является Китана и Милена. Недавно погибает правитель страны Джеред, а его заменяет его жена Синдел. После начинается чемпионат, в котором Рейден побеждает всех, тем самым защищая землю от вторжения. Наступает пир, на котором Милена становится плохо. Из разговоров императрицы с принцессами можно понять, что Милена заболела неизвестным заболеванием. Затем Рейден избивает Китану, так как турнир еще не закончился. Лю Канг и хранители песчаных часов разговаривают и понимают, что Шан Цзун пошел по другому пути, который уготовила ему судьба, и он уже близко к императорскому дворцу. Лю Канг отправляет Джонни и Кенши разузнать, что Шан Цзун задумал, и поймать его. Они преследуют его и натыкаются на обезображенных людей. Оказывается, это люди, которые заболели болезнью, и ее невозможно вылечить. После файтинга с монстром по имени Барака, у которого почти голливудская улыбка, монстр отпускает их. Они попадают в покой императрицы Милены и избивают слуг, предполагая, что те хотят навредить Милене. Но Милена из-за этого становится хуже, и она превращается в зубастого монстра во вселенной Mortal Kombat, их называют Таркан. В момент драки Милена протыкает глаза Рейдену, из-за этого он становится слепым. Все по канону. Главные герои вырубают ее и вводят ей противоядие. Китана вместе со стражей входит в помещение, предполагая, что они хотели помешать лечению и могут рассказать всем про болезнь сестры. А это может привести к тому, что ее могут изгнать, как и других людей. Главных героев избивают, и они теряют сознание. В этот момент появляется Куан Чи, похожий на местного индуса-шамана. Он говорит о пророчестве, о том, что Лю Канг захватит внешний мир. Просыпаются главные герои вместе с Баракой в темноте. Да, у некоторых и не такое на утро бывает после 5 литров самогона. Он рассказывает, что всю его семью съел мутант, и он укусил его, поэтому Барака так ужасно выглядит. Да, улыбка точно не голливудская. Рептилия является слугом Шан Цзуна, но он в облике человека выпускает главных героев. Те избивают всех, и также рептилию. Оказывается, рептилия служила Шан Цзуну только потому, что у колдуна его семья. Шан Цзун оказывается нехорошим человеком, и все это время семья рептилии уже была мертва, а он лишь эксплуатировал его, обманывая. Окрыленные чувством мести и справедливости, они идут на поиски Шан Цунга вместе с рептилией. Барака побеждает Аршу, который встает на сторону героев, и вместе они мешают ритуалу Куан Чи, но не выходит, и появляется существо по имени Ерма, которое
который состоит из множества душ, среди которых является бывший император внешнего мира. Рейден в этот момент обретает способность видеть без глаз с помощью меча предков. Они помогают ему ориентироваться в пространстве и направляют его, а меч живет собственной жизнью. Затем во время карнавала они избивают всех людей и возвращаются в земное царство. И рассказывают все, что с ними произошло Лю Кангу. Формируется заговор против императрицы, во главе которого стоит Шан Цзун, генерал и Куан Чи. Саб-Зиро является главой клана, который был основан Лин Куэйн. Его сыновьями являются синий Саб-Зиро и желтый Скорпион, а серый Смоук приемный. Лю Канг отправляет их в замок Инь на разведку и помешать планам Шан Цунга открыть портал. Происходит драка, но Саб-Зиро и Скорпион ловят. Шан Цунг предлагает объединиться, и Саб-Зиро из-за амбиций соглашается, становясь предателем. Но Скорпион и Смоук остаются верными своим принципам. Лю Канг понимает, что на течение судьбы повлиял неизвестный персонаж, который и сговорил устроить переворот и напасть на земной мир. Скорпион сбегает, параллельно оставляя сильные ожоги на лице у Хавика. Так он появляется. Порталы начинают активизироваться. Лю Канг сразу же отправляется опять во внешний мир, чтобы рассказать о злодеяниях Шан Цунга. Но ему мешают гвардия солдат. Но все они теряют сознание. Добравшись до императрицы, Милена опять превращается в монстра. Ее оглушают по-доброму и вкалывают лекарства. Лю Канг показывает императрице лабораторию, где колдун делал свои бесчеловечные эксперименты. Они отправляются за Шан Цунгом, но заговорщики преграждают путь, а именно генерал и другие приспешники. Главный герой оглушает их, но уже не по-дружески. Лю Канг открывает портал, ведущий к Шан Цунгу. Милена начинает бой с Ермаком, оглушая его. Над этим существом после избиения начинает властвовать отец Милены, а именно император. Император теперь живой, происходят обнимашки императора Ермака с дочерьми и встреча с императрицей. Шан Цунг захватывает корону, с помощью которой можно управлять глиняными големами. Именно с помощью них он хочет захватить земной мир. Но ему мешает императорская семья и главные герои. Внезапно появляется тот самый неизвестный персонаж, который поменял ход истории. Им оказывается Шан Цунг, не тот Шан Цунг, а из альтернативной вселенной. Он ломает корону, в которой находится необходимая энергия для создания портала в альтернативную вселенную. Оказывается, драка между Шан Цунгом и Лю Кангом вызвала раздвоение вселенной. В одной Лю Канг побеждает, а в другой Шан Цунг. И именно из той вселенной появился этот Шан Цунг. Он решает уничтожить вселенную, где победил Лю Канг, чтобы властвовать именно в своей вселенной. Теперь враги объединяются, а именно Шан Цунг и предатели встают на сторону Лю Канга, ибо не хотят уничтожения вселенной, в которой они сами живут. Внезапно из портала появляются альтернативные злые герои из другой вселенной. Императрицу ранит альтернативная императрица, и она погибает, а Ермак всасывает ее душу в себя. Теперь главные герои с Лю Кангом отступают, видя, как глиняные големы нападают на земной мир. Они разрабатывают план, который заключается в том, чтобы разрушить портал. У них это выходит, а Лю Канг возле своих песчаных часов встречает свою любовь Милену из другой вселенной. Как же все запутано. К песчаным часам прибегают приспешники злодея Шан Цунга, чтобы разрушить часы. Именно в них хранится вся вселенная, и если разрушить их, то вся вселенная Лю Канга схлопнется. У злодеев по канону, конечно же, все не выходит, и они проигрывают. И Лю Канг понимает, что есть не только две вселенные, а их бесконечное множество. Он зовет своих друзей, в которых победило добро, а Шан Цунг призывает злодеев из других вселенных. И не было такого славянского кочемучи побоища, и славянские богатыри были, и ящеры тоже. В итоге Лю Канг всех соперников избивает, и Шан Цзун и индус Куан Чи из вселенных Лю Канга погибают. В итоге два Лю Канга побеждают Шан Цунга и Куан Чи из альтернативной вселенной, который победил Шан Цзун. В итоге все злодеи побеждены, и главный герой празднует победу. Или же все же нет? Конечно нет, ведь надо делать вторую часть ради долларов, ради этих грязных бумажек. Не все злодеи из альтернативных вселенных побеждены, и они выходят опять из порталов. В игре интересный сюжет, графика на высоте, мало багов. Как файтинг эта игра достойна. Игру рекомендую для фана с друзьями. Фаталити интересные, а также режим с помощниками тоже скрасят вечера в этой игре. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.